О, ух ты! Домик! Угу. Походу тот домик, в котором мы сейчас сидим. То есть мы вот так делаем, да? Это очень красиво. Это очень красиво. Так, ну, карты. Карты. Погнали. Снег идет, смотри-ка. Да. Вилорох, лось, кунс. Так. У У нас все, по-моему... Не по-моему, а все были. нас лось есть уже. Велоруга нету. Вилорох, ну, он как бы интересный. А вонючка у нас есть. Нет, у нас скунс... У нас Клоп вонючка, которая дает ту же самую штуку. Эффект. Угу. Да, поэтому давай возьмем Вилорога, Ну, посмотрим, нехай. что оно будет. Так, мы можем усилить карту, мы можем передать символ одной карты другой карте, и мы Так. можем набрать себе предметов. Давай предметов. Предметов у нас, да, нам надо предметов. Вот. И всегда же это интересно. Ну да. Ну, мне, по крайней мере. Вот ты, елки-палки. Так, мы все еще не знаем, что делает этот опоссум. Я хочу его попробовать. Угу. Замороженный. Да. О, что это? Черная коза никогда не было. По-моему, уже попадалась. Ну, короче, это коза, которая дает... жертва, которая дает 3 крови вместо одной. Очень специфическая вещь. Угу. Я не уверен, что у нас есть в ней необходимость. Веер это что у нас? Или это ножницы? Всё? Веер? Да. Веер делает все наши карты летающими на один ход. Ну, Давай так, запасная белка нам лишней не будет точно, потому что мы ее берем без очереди. А веер мы попробуем, когда у нас будет возможность. И нас ждет охотник, судя по значочку. погнали. Так. Перед тобой стоял человек. Человек, которого ты узнала моментально. Это был охотник. Угу. Ты потянулась к его товару, но охотник тебя остановил. Отрубил тебе руку. Прости, но сегодня ты подаришь мне в корку. У нас 2 кролячьих тулупа. Бери. Эй, ножи. Мы с ним будем махаться. У нас есть золотая шкура. Так. Странная лягушка. Очень. Прыгающая ловушка. И странная лягушка. Лягушка реально странная. Да. Так. Она ловит летунов. А это ловушка. Капканчик такой. Да. Когда карта с этим символом погибает, существо напротив также умирает, а вы получаете пушнину. Так. Ясно. Я понял. Тогда мы пробуем белку поставить сюда. Она как раз не будет убивать эту прыгающую ловушку и будет здесь в безопасности. Богомол будет бить. Жаба будет бить. Я, наверное, поставлю богомола. Да, я, наверное, поставлю богомола и посмотрим, что оно будет. Как он бьет вот эти 2 жабы. Ну да, 2 стороны вижу. Да. Странные жабы. И... Давай все-таки посмотрим, что будет делать замерзший опоссум. Окей. Вот хай он тут защищает нас от одной из жаб. Ну-ка, давай. Поехали. Блин, Ох, точно. ничего себе. Что точно? Как это можно было понять? Можно было сразу посчитать, что жаба убьет богомола, потому что у него 1 единичка здоровья. Ладно, это не принципиально. Опарыши мертвечины. Нам надо 5 костей, А у нас 1. но у нас есть свинка с 4 костями. О! Теперь мы можем поставить опарышей, чтобы они добили вот эту жабу. Ах ты. Ну давай глянем. И заодно посмотрим, что будет. А что он там еще выложил? Жабу просто. Просто жабу. Значит, ты- Странные закончились. Да, ты у нас жабичий какой-то король. Шкурку мы
пока не будем выкладывать. И, может быть, когда-нибудь мы с ним все-таки поторгуем. Пробуем. Единичку урона сейчас пропустим. Ну, Посмотрим, давай. что будет. Ага. Вот так. То есть лягушка превращается в капкан. Хорошо. Ну, такая очень странная же лягушка. О, волк. Тык. Но, блин. 2. 2 жертвы то такое дело. Можно убить опарышей. Штука в том, что лягушки превращаются в капканы. То есть И они могут нашего волка. Да, выкладывать сейчас волка, значит, ну, просто тупо его убить. А жабу? Ну, понятно, тоже убить, но пушнина. Какая с жабы пушнина? Ну, давай выложим жабу. Ну да. Она, по крайней мере, нас прикроет. И не будем пропускать по себе урон. Ну давай. Волчья шкура. Ага. Так, там гадюка выпала, вылезла. Да. Вот теперь у нас эта линия открыта, на ней можно уже что-то того же волка, например, выложить. Только нам надо, чтобы гадюка сначала к нам подошла, потому что она его убьет. Гриф-индейка. А, да, мы же в прошлый раз выбрали. Да, только вот 8 костей. 8 костей такое. В принципе, единичку урона мы сейчас осилим. Хай будет. Еще капкан. Гадюка нас ударила. Ты взяла пленку. Я прав? Мой план близится к моменту истины. Но сперва ты должна его победить. Логично. Вот ты, кстати, очень удачно вышел. Ага, ага. А ну давай, давай. Да, я уверен. Кому ты говоришь? Я им отвечаю, да. А. Так, жаба сейчас умрет. Взамен прилезет обычная жаба. Эта жаба раскроет нам опоссума. Пляшем. Ну давай. Оп! Ага. Кость. Так. Там просто опоссум. Ну, эта странная жаба убила замороженного опоссума. А, он стал И простым. он разморозился. Так, у нас осталось 1 очко здоровья. Рифа нам вызвать нечем. Волка нам вызвать есть чем. Угу. Но нам надо принести в жертву кого-то. Наверное, придется принести в жертву опоссума. Опоссума. Угу. И тогда мы пожертвуем одной из шкурок, чтобы перекрыть урон по нам. Угу. Да. Где волк? Вот волк. Белка, опоссум. Волк бьет нормальную жабу. Угу. А странную лягушку мы сейчас перекроем, чтобы по нам урон не проходил. Курой ты хотел? Курой, да. Я думаю, может, я переживу один. Тут сейчас 2 урона зайдет. Тут зайдет, не зайдет урон. Единичка урона по нам прилетит. Мы можем пережить без шкур. Давай попробуем. Попробуем. Гадюка убила нашего маленького волка, но у нас нет другого варианта, кроме как это сделать. Человек-крот. О. Он нам точно нужен, Да. потому что нам надо защищаться. Сейчас волк лупанет на 6 очков урона, поэтому укус гадюки мы проигнорируем. А ну давай. Лось. Для лося нам надо 3 жертвы. Ну, так сложная карта этот лось. Сколько у нас костей? Не 5. хватает. Тут уже больше. 8, я вижу. Там больше, да? Уже больше Какая-то 5, да. кучка такая неорганизованная, не столбиком. Да.
Что мы можем сделать? Нам надо, чтобы призвать лося, нам надо 3 жертвы. Да, вижу, да. Ты знаешь что? Шо? 6 урона, мы сейчас победим. Питаюсь. Шикарная пушнина, но круговорот не остановить. Давай меняться. Что на что? Теперь это торговка. Ну давай. Ой. Ой. Сильные карты, за них я возьму только лучшую пушнину. Бери кого можешь, но помни, оставшиеся карты будут сражаться за меня. Ну да, у нее все усиленные, да, я так понимаю? Да, То, что светится, это все усиленное. да. Мгм. Черепаха, которая ведет себя как человек-крот. Какой кошмар какой. Акула, которая пихается как лось. Лось, который ныряет. Гриф-индейка, который усиливается. Олень, который пихается как лось. Волк, который становится сильнее. Летучая мышь, которая ловит летунов. Блин, я даже не знаю, что выбрать. Но я в любом случае не хочу выбирать 3 жертвенных карт. Нам придется их пережить. Защитник лишним не будет, я думаю. Черепаха? Ну Да. да. Это за золотую шкурку. Ага, а мы им шкурку. Да, а мы... Ага, шкурки такое. Это чисто как обменный товар, да? Да. Ну, давай возьмем волка, который растет. Волк всегда хорошо. А, Шо? у нас еще 2 шкурки есть. Вот не зря тогда брали. Давай возьмем. Не, если он ныряет, он нам бесполезен. У него много здоровья, и ему лучше закрывать урон. Я возьму. Да. Давай я заберу медведя, потому что это больно. И акулу, потому что это тоже больно. Да. Я бы выбрала другое. Да выбирай, что хочешь. Ты посмотри. Так, теперь мы берем себе еще карту. Еще шкура. Ну, что поробишь. Так, теперь. Сколько у нас костей? Не хватает? А Не как хватает. это посмотреть? Да никак, я не вижу, просто, как это просто посмотреть. угадываешь. Мгм. И знаешь что? Сейчас волк лупанет на 6 урона, и мы, скорее всего, победили. Ну давай смыкнем баржу. Сейчас я хочу убедиться, что мы все предусмотрели. Мгм. Мгм. Я сделаю вот так. Вызову еще одного волка. Просто на всякий случай. Вроде бы мы побеждаем. Ну, давай. Пу-пу. Мы победили. Еще и Да будет свет. ура. Так, слышишь, Зай? Так, все хорошо. Возможно, тебе устроит что-то из этого. Ну, давай. О! 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 То. Вот наша завседатай, Мирия С, советовала взять вот эту карту. Я Да. думаю, настало время, кстати, странная личинка клевая. Длинный олень. У меня нет слов, чтобы описать эту ошибку природы. Длинный олень. Я же говорю, это кунсткамера. М. Это последствия Чернобыля. Это фантазия последствия Чернобыля. Это я даже не знаю, что сказать. Длинный олень. Ну, нехай будет длинный олень. Ну да. Человеческая многоножка, да, знаешь, это Да. утырочная, а тут длинный олень. Да. Короче, берем Урабороса. Надо попробовать. Ну, раз, да, нам посоветовала наша зрительница, пускай будет. Расправившись с охотником и лавочницей, ты продолжила путь. Вдалеке замерцал свет. Так, Конец был близок. не поняла, какой конец, друзья мои? Один момент. О, ух ты! Домик! Угу. Походу, тот домик, в котором мы сейчас сидим.
Хижина Ильича. Кто знает тут. Кто из Мезозоя, тот помнит. Передача символа, предметы, карты. Давай доберем предметов. Мне кажется, Да. это финальный босс. Да ладно. Что нам как-то ни разнообразия нету в предметах, правда? Да, тут, по-моему, только набор. Берем кости, берем белку. Ножницами можно Разрезать, я разрезать помню. какую-то карту. Нож нам не предлагают глаза колупать. Кстати, интересно, куда он делся. Вот тоже. Мы типа добыли тот глаз, ради Вот. которого мы его использовали. Я только хотела сказать, может была это типа финальная версия. Дай-ка возьму ножницы, может какую-то карту Мы разрежем. как-то их не пользовали ни разу. А нет, было дело. Неважно. Твой взгляд приковала маленькая хижина. Она приковала все взгляды сейчас. Ее свет стал для тебя маяком в гнетущей ночной тьме. Наверняка эта хижина положит конец твоим мучениям. Прям мы мучились, даже не знаю. Ну, когда глаза выколупывали, да? Ну да, Что-то темно так. потух свет. Ага. О, То есть мы вот так делаем, да? это очень красиво. Это очень красиво. Где мы, друзья мои? Мы идем. Что майская Хижину? ночь или утопленница? Упс. В нескольких шагах от хижины тебе был уготован шанс. Интересно. Я не даю свои дары, кому попало. Если пройдешь мои испытания, получишь почетную награду. Почетную грамоту. Мгм. Подяку. Подяку з медалькой. Испытание раритета. Одной из 3 случайных карт должна быть редкая карта. Испытание проворных. У одной из 3 случайных карт должен быть символ бегунов. Угу. Испытание крылатых. У одной из 3 случайных карт должен оказаться символ летунов. Угу. Я не могу посмотреть свои карты. У нас редких карт немного. Редких? Ну, Да. так нам только недавно длинный олень попался. И то мы его не выбрали, по-моему. Бегунов у нас, по-моему, аж Велорох. А летунов у нас нет вообще. Бери посредине. Да начнется испытание проворных. Давай. Велорох. Карта с символом бегунов. Победа. Ты получишь один из моих драгоценных даров. Какие? Карты способны изменить исход игры, и тебе даже не придется искать их в колоде. Дар леса. В начале каждого раунда на всех ячейках владельца будут стоять пихты. Угу. Дар козьей крови. В начале каждого раунда на доске будет лежать черная коза. Дар амбидекстрии. В начале хода можно взять сразу 2 карты. О, Это жирно. ну, как-то все начинает приобретать другой поворот. Мгм. Более серьезный, я бы Да. сказала. Ну, куча пихт забьет нам линию. Это потенциально может создать нам проблемы. Лесополоса. Не нужна Да. такая. Коза, Ну, вот я на середину смотрю, конечно. Да, на козу. начало каждого раунда это... Даже не знаю. А третье, напомни, что это? Можно взять 2 карты вместо одной Это нам подходит? из колоды. Ну, это... Ну, давай, это более практично, я бы сказала так. Да. И не так абстрактно, как вот эти 2 предыдущие. Повторим это еще раз. Ты посмотри. Испытание шкур у нас есть. Испытание плавниковых. Не знаю, помню, по-моему, да. нету. Испытание кольца. Если в твоей колоде есть кольцевая карта, ты моментально проходишь У испытание. нас есть кольцевая карта. Это То, что мы какая? только что взяли. То, А, что... да. Да, она. Да? Она же? Ну, не знаю, он, в принципе, похож на кольцо. Что-то думала, это не кольцо, это пластырь, типа порезался. Ну ладно. Я более приземленная. Вот она. Сейчас Урабос вот этот вот он. Ах, кольцевой. кольцо. Победа. Или кольцевой червь. У нас был. Мы про него забыли.
Он нам не выпадал, неизвестно сколько. Был он у нас как-то. Я говорю, он нам не выпадал в руку. А, в руку. Выбери свой дар. Дар повелителя костей. В начале каждого раунда дается сразу 8 костей. Мгм. Жирно. Дар сорочьего ока. Когда настанет время взять новую карту, можно выбрать любую карту из своей колоды. Мгм. Дар леса. Пых ты. Или 8 костей в начале, или выбираешь карту. Да и то как-то привлекает. Смотри, у нас есть запас костей, и нам их не так много надо. Они как-то редко нам так Да. сильно пригождаются. Давай возьмем Да. сороку. Мгм. Пых ты не в почете у нас. Красиво. Показалось, что то глаза. Только хотела сказать, какой-то чел прется. Оказалось, нет. Ну давай, мы дойдем до... Ой, Тебе удалось получить оба моих дара? да. Я редко этого говорю, но я впечатлен. По-моему, тут ошибка перевода. Только хотела сказать. Ты была достойной соперницей. Но, к сожалению, скоро я предам тебя смерти. Даже не знаю, как реагировать на это. Вроде и похвалил, я поднасрал. Сразу. Угу.